Добрый день, друзья! Я Владимир Васильев, я снова рад вас приветствовать на своем канале. Сегодняшняя история у нас об вот этом замечательном самолете. Буквально вчера она перенесла нас через Атлантику сюда, в Северную Америку. И я хочу рассказать историю об этом замечательном самолете. В принципе, как на нем летается и какое удовольствие он приносит от полета. Каждый раз, вот, честно говоря, лететь и любуюсь на вот этот двигатель, то есть я считаю, что она настолько у американцев часто есть такой термин «секси». И вот об этом двигателе он выглядит просто потрясающе. То есть конструкторы, которые создавали его, они, понятно, что они гнались в первую очередь за какими-то аэродинамическими и техническими характеристиками. Но это получилось очень красиво. И конкретно в этой версии B, у нас еще баки, которые установлены на законцовках, они так очень красиво смотрятся, как они рассекают пространство. То есть любоваться из этого самолета, не только ты любуешься то, что на земле и вокруг тебя, а ты любуешься самим самолетом, на котором ты летишь. Наверное, первая вещь, которая лично меня касает от Cessna 421, не знаю, это в моем вкусе, она очень-очень красивая. То есть, не знаю, вот эта пропорциональность ее форм, эта красота, вот как она действительно красивая. То есть, не знаю, вот с точки зрения, если рассматривать идеальный двухмоторный самолет, то вот с точки зрения внешности, экстерьера, это самолет, который каждый раз, когда я иду к этому самолету по перрону, это что-то заставляет внутри меня шевелиться. То есть это, посмотрите, какая она красивая. Я уже рассказывал о Cessna 421 на своем канале, но вот почему-то сейчас родилась новая идея о ней рассказать, потому что последние несколько дней мы живем в этом самолете, мы забрали этот самолет в Европе и доставляем его в Чикаго. И на самом деле вот эти дни, которые мы в нем провели, они принесли действительно огромное удовольствие от полета, от ощущения. Более того, этот самолет нас привез просто в невероятные места. Мы побывали в нескольких местах Гренландии, сделали там остановку, чтобы именно насладиться и походить. Ну а теперь снимите меня отсюда! Но помимо вот этих мест, куда мы прилетели на этом самолете, удовольствие от полета на нем было колоссальное. А другая, я договорился с следующим образом. Нам дали VFR визуальный участок, чтобы мы через фьорд ушли на Ice Cap, посмотрели, где ледники сходят в океан. И после этого мы поднимемся, выйдем на связь, поднимем айфар и уже пойдем на Нука айфарно. Так что мы летим смотреть Ice Cap и как ледники уходят в океан. Вот айсберги, посмотри, какие огромные айсберги. Какая красота. Да, и вот посмотри, вот начинается. Вот ты каждый раз, когда вот так видишь Гренландию, честно, у меня уже побежали мурашки по коже. Cessna 421, по моему мнению, один из самых комфортабельных самолетов именно с поршневыми двигателями, потому что она имеет, в общем, достаточно большой объем кабины, чтобы чувствовать уже люксовость и комфорт посадки для пассажиров, и очень комфортную кабину пилота. Здесь очень удобно долго лететь, потому что здесь вообще можно развалиться, здесь очень много места, то есть в каком-то, когда самолет летит на автопилоте, можно даже чуть повернуться, вот так, сесть боком. Плюс, если говорить о том, как он летает, я очень часто говорю, он Cessna, и она летает Cessna, будучи достаточно самолетом с хорошими характеристиками, который может летать на скоростях больше 400 км в час, подниматься на высоту больше 8 километров. Наверное, базово объяснить, почему я часто говорю, что это остается Cessna. Наверное, все знают, что такое Cessna. Это маленький верхний план, учебный самолет, который поставил, наверное, самое большое количество пилотов на земном шаре. Именно прошли, и он поставил их на крыло. Его особенность в том, что он очень хорошо выполнял свою работу. Он был безопасен, он прощал огромное количество ошибок. Когда молодые юные пилоты ошибались, пытались его ударить об землю, делать всевозможные ошибки. Этот самолет все равно делал все, чтобы вернуть студентов на землю живыми и целыми. И вот эта особенность этой безопасности и управляемости этого самолета, она присутствует практически во всей линейке компании Cessna. 421 первый раз, действительно, она появилась в продаже в 1968 году. Из интересных фактов, прямо в первый год
начала старта производства было продано больше 200 самолетов. Cessna 421. Всего было выпущено 1900 самолетов. И это достаточно частый самолет, вы можете увидеть его там в аэропортах General Aviation, потому что он популярен. Самолет может перевозить конечно, есть конфигурации до 9 пассажиров, но, как правило, комфортно он перевозит 2 человек в кабине и 4-6 человек в салоне. В этом самолете уже есть туалет. Это такой, не знаю, я не скажу, что это огромная проблема действительно в General Aviation, туалет, но это очень часто задаваемый вопрос. И здесь есть туалет. Это, кстати, финики, да? Да, они просроченные. У нас, в принципе, есть шторки сзади. Я не знаю, тут вопрос просто Туалет риска. Есть туалеты, запасные мешочки есть. Все Прям нормально. мешочки. Прям мешочки. Ну, А смотри. мешки есть? Здесь есть трап, есть туалет. И более того, этот самолет поднимается на высоту порядка 8 километров. При этом в салоне вы находитесь на высоте, то есть атмосферное давление соответствует высоте порядка 1,5-2 километров. То есть вы летите в герметичном самолете на большой высоте, над погодой. Он сертифицирован летать в условиях обледенения. И это есть фактически бизнес-класс. Тоже, почему получается, мы можем лететь на этом самолете сейчас на высоте 7 километров, а у нас в кабине сейчас только 2 километра. Причина следующая, что вот эти компрессора, турбины, которые поддерживают давление в впускном коллекторе двигателя, так чтобы он как будто бы находился у земли и дышал очень легко, эти же турбины поддают давление в салон. И вот здесь, так называемый, почему говорит, самолет надувается? Потому что подается турбина, он надувается, и здесь поддерживается давление, что мы можем лететь на большой высоте и не ощущать проблем с кислородом. Да, он еще не реактивный самолет, но, в общем-то, для многие задачи этот самолет может выполнить, в общем-то, так же хорошо и иногда дешевле, чем реактивный или турбореактивный самолет. Суммарно здесь 750 лошадиных сил. Но это достаточно много, да. Этого достаточно для этого самолета. И он достаточно легко набирает. Вот мы сейчас, фактически весь полет мы летели с 4 человека на борту. Заправка 260 галлонов. Это где-то порядка 950 литров топлива у нас. Я мандаринки нашел, если что. О-хо-хо-хо-хо-хо. Видишь, не зря я на это место пришел. И удобненько, и мандаринки нашел. То есть этот самолет уже прошел апгрейд. В нем, я даже не могу сказать, прекрасное навигационное оборудование, как всегда, Garmin. Primary Flight Display, это то, что пилот получает всю необходимую информацию для него. 2 навигатора 750 и 650. В общем-то, я обожаю 750, потому что здесь есть все. Все, что мы хотим. Пожалуйста, любую информацию мы можем получить, там, допустим, погоду сейчас. Это Engine Analyzer GPI. Здесь мы получаем всю необходимую информацию о работе двигателя. Сейчас здесь видно, это надув, это, скажем, сколько газа мы даем в этот самолет, насколько сильно нажата педаль газа. Обороты двигателя сейчас 1810, это обороты винтов. Потому что на самом деле двигатели вращаются сейчас где-то 3200, наверное, в районе там 300-3200. Здесь температуры по двигателям. Конкретно вот этот самолет, это самолет модификации Б. То есть, как я и говорил, было выпущено 421, это она выпускалась, по-моему, только 1 год. Потом несколько лет выпускалась, до 71 года выпускалась модель 421А. Ее очень легко отличить по более короткому носу. На 421А и 421 нос где-то вот такой длины. То есть уже начиная с модели Б начали выпускать с длинным носом. Это так называемая модификация Golden Eagle. Кстати, он вот нарисован у нас даже на борту. И тоже интересная особенность модели А и Б, это вот эти топливные баки на законцовках крыла. То есть вот это на самом деле основные топливные баки. Сюда заливается, сюда 200 литров топлива входит сюда, в дополнительные баки еще находится у нас вот здесь в крыле, еще заливается 200 литров. И 100 литров баков у нас находится вот здесь в мотогондолах. И в общем-то вот почему-то из таких ошибок тоже я сталкивался, что люди, которые не знают, думают, о, это дополнительные баки. Нет, это основной бак. И вот, не знаю, может даже связано именно с ними, этот самолет очень стабилен, когда он летит. Когда он летит в условиях турбуленции, когда он, в принципе, вот даже если выключить автопилот и бросить штурвал, этот самолет будет
очень стабильно, ровно лететь. Наверное, на самом деле я скажу так. Здесь есть определенная сложность в управлении этого самолета, но она никаким образом не связана именно с аэродинамическим, именно с управляемостью этого самолета. Из таких вещей, которые действительно этот самолет в том числе делают мощным, быстрым и, самое главное, комфортным и тихим, это вот эти двигатели. Здесь установлены двигатели с редукторами. Как правило, все авиационные двигатели устанавливаются прямо на коленвале, устанавливается винт, который вращается. Но из-за этого винт вращается достаточно быстро, он создает много шума. И, как правило, в этом диапазоне, который оптимальный 2100, 2500 вращения винтов, это не самый оптимальный режим, в принципе, поршневого двигателя. Здесь двигатель вращается со скоростью приблизительно 3500 оборотов в минуту. То есть это более оптимально с точки зрения использования крутящего момента, но редуктор позволяет этим винтам вращаться с меньшей скоростью. Это очень большого диаметра винты. И они вращаются, как правило, в круизном полете. Вы летите не стандартно, как на самолете с оборотами 2300, 2500, 2400, а 1600, 1800. Вот в этом диапазоне. И это дает, в первую очередь, допустим, комфорт, меньшую вибронагруженность и тишину. То есть, летя в Cessna 421, без наушника можно разговаривать, в общем-то, не особо повышая голос. Наверное, все-таки особенность этих двигателей с применением редукторов, основной момент, в нем не нужна самодеятельность. Есть четкая процедура, какие режимы двигателя вы должны выставлять во время взлета, во время набора высоты, во время захода на посадку. И в этом случае все будет хорошо. Да, редукторный двигатель чуть-чуть сложнее, но не глобально. Единственная вещь, просто выполняйте инструкцию. Насколько даже это, может быть, там, нарушает ваши принципы, но в этом самолете надо все-таки через эти принципы переступить. В нынешние времена, когда появилась современная авионика, то есть установка, которая снимает полностью параметры из двигателя, это на самом деле не составляет вообще никакого труда. И более того, сейчас при наличии, если самолет у вас уже вы сделали апгрейд на современную авионику, ну, как бы поэтому даже не надо сильно переживать, потому что как только вы начинаете что-то делать неправильно, оборудование подсказывает вам, сделайте вот так, вот это неправильно, вот тут чуть-чуть исправьте. И, в принципе, это не сложный самолет. То есть он вполне абсолютно подходит для управления одним пилотом. И, честно говоря, есть такой как бы термин стабильная IFR-платформа. То есть этот самолет комфортно позволит вам летать в плохих метеорологических условиях даже одному пилоту. Ну, хотя, в общем-то, когда есть возможность не летать в плохую погоду, лучше не летать. Ну как приятно залетать в Северную Америку. То есть, когда ты сейчас пролетел длительное время по северу Европы, где очень дорогое топливо. То есть в Европе топливо дорогое, Володь? Да. Север Европы очень дорогое, и когда ты залетаешь в мир, где газ стоит нормальных денег, и твои косты понижаются в 3-4 раза, это прям очень ощутимо. То есть, в принципе, сейчас за деньги, на которые мы летим на этой Cessna, в Европе летают на однодвигательных, ну, условно, на Bonanza в Европе будет стоить по эксплуатации столько же по прямым расходам, сколько эта Cessna. То есть, в общем-то, авиаторам в связи с трудной ситуацией приходится, как птицам, перелетать в другие страны. И в данном случае, вот как зимой птицы из-за отсутствия корма улетают на юг, авиаторы в связи с отсутствием дешевого топлива улетают в Америку. Перелетные птицы. Я так не оценивал этот перелет, но это очень логично. Если говорить о стоимости в самолетах Cessna 421, она очень большой разброс. То есть некоторые самолеты, можно найти даже самолеты и 200 тысяч, и меньше 200 тысяч долларов. Можно найти самолеты, которые приближаются к миллиону, и иногда даже заскакивают миллион. Это очень много компонентов, которые надо смотреть. На сегодняшний день существуют самолеты, на которые установлены абсолютно современные комплексы авионики, они приведены в порядок. И, в общем-то, я даже не постесняюсь этого сказать, они соответствуют качеству современных ныне выпущенных самолетов. Хотя, в принципе, на сегодняшний момент конкурент, который такого размера, ну, фактически можно найти только, это, наверное, все-таки турбопроп. Это турбопроп и тот же самый там King Air 90,
компании Beechcraft, которые уже сейчас не производятся, но, конечно, их достаточно бэушных на рынке, но, в общем-то, 421 выполняет работу не то что хуже, а иногда даже лучше, чем турбопропы. Особенно если вы летаете там, ну, в среднем там 100-200 часов в год. Это абсолютно подходящий самолет как и для корпоративных перевозок, так и для личного использования на расстояние, ну, наверное, скажем так. Комфортное расстояние для этого самолета, это, наверное, в районе 1000 километров и плюс. Потому что тогда действительно раскрывается его потенциал, и, в общем-то, вы ощущаете его комфорт. На самом деле, она всегда мне нравилась. Она всегда мне нравилась внешне, и даже когда я помню, смотрел на этот самолет и думал, это что-то невероятное, эта машина должна чудесно летать. И когда я начал летать на этом самолете, это просто подтвердило мои ожидания и все. Это замечательный, красивый, это очень важно. Хорошо летающий и безопасный самолет. О, Феном 100, конечно, красивый самолет, но просто он красивый, но не так он, конечно, прекрасен на фоне 421 Cessna. Такая дама. Даже нельзя сказать, что в возрасте, выглядит она очень хорошо. То есть к косметологу и к процедурам она все эти годы обращалась. На самом деле это видео мы снимаем во время перелета этого самолета из Европы в США. Я не первый раз лечу этот маршрут Cessna 421, и каждый раз эти самолеты доставляют мне колоссальное удовольствие. Каждый раз, честно говоря, расставаясь уже с пригнанным самолетом, я чувствую грусть, вот какую-то внутреннюю грусть. У нас сегодня остался еще финальный участок отсюда из Монреаля в Чикаго, и сегодня я полетаю на замечательном самолете. Мы сняли отдельное видео об этой перегонке, и летайте на таких замечательных самолетах, на которых летаем мы. Приходите в небо, и я, Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся в следующих сериях.